Всем привет! Меня зовут Стэн Прокопенко. Я собираюсь сделать серию видеоуроков по рисованию головы под разными углами. Надеюсь, будет интересно, и я продолжу делать больше видео для вас. В первом видео я собираюсь попытаться обобщить и упростить подход Эндрю Лумиса к рисованию головы. Поехали! Если мы удалим глаза, нос, губы и уши из головы, мы остаемся с двумя простыми массами. Первое – это шар для черепа, и второе – квадратная форма для челюсти. Череп сферический, но по сторонам сплющенный. Итак, срез боков из обоих сторон создает упрощенное, но близкое представление массы черепа. При рисовании головы начните с круга. И после нескольких неудачных попыток, вырывая свои волосы, сделайте глубокий вдох и повторите попытку. Я серьезно. Сделайте так, чтобы это было похоже на круг. Хотя бы высота и ширина должны быть одинаковы. Овал немного сложнее. Высота всегда будет одинаковой, независимо от того, под каким углом вы рисуете голову. Это 2/3 высоты круга, поэтому я обычно смотрю на область сверху от центра круга, разделю эту область на треть. И эта верхняя треть будет там, где начинается овал. И то же самое снизу. Ширина овала зависит от направления взгляда. Сравните ширину передней плоскости с шириной боковой. Верхняя часть овала падает на угол лба. Здесь расположена передняя плоскость, которая соответствует боковой. Эта область обычно округлена и поэтому открыта для интерпретации художника. Но я обнаружил, что она обычно лежит ближе к концу брови. Как я только что показал, мы указываем слева и правый поворот головы по ширине овальной формы. Теперь нам нужно найти верх и низ наклона. Это обозначается углом вдоль боковой плоскости. Если голова наклонена, угол будет направлен вверх, и если голова наклонена вниз, угол будет указывать вниз. Угол наклона покажет, как нарисовать эту линию. Мне нравится использовать угол от уха до лба. Оттуда я продолжу эту линию до передней плоскости. Поскольку эта строка представляет бровь, обратите внимание на угол от одной брови к другой. Затем нарисуйте кривую, параллельную первой, на этот раз начиная с дна. Это представляет собой нижнюю часть носа, повторение одной и той же строки из верхней части овала привела бы вас к волосам. Поскольку лицо может быть разбито на почти совершенные трети, подбородок, нос, лоб и волосы, мы можем использовать измерения, которые мы уже нашли, чтобы найти длину до подбородка. Соблюдайте общую форму челюсти и вытяните в основных углах, начиная с лба, спускаясь к подбородку и обходя к боковой плоскости головы. Это обычно примерно на полпути к овалу или немного дальше. Мы уже нашли боковую плоскость черепа, теперь нам нужно сделать то же самое с щекой и челюстью. Есть ритм, который начинается в верхней части уха и заканчивается внизу подбородка. Запомните, это является центром передней плоскости. Теперь, когда у нас есть фундамент поставленной головы, мы можем закончить ее, нарисовав все возможности: глаза, нос, губы, ухо, волосы, челюсть, щеки, подбородок. Не беспокойтесь. Я объясню этот шаг более подробно в другом видео. Каждая функция заслуживает собственного учебника. Этот подход действительно хорош для установления перспективы головы. Это хорошее упражнение, которое состоит в том, чтобы попытаться думать о голове как о простой удлиненной коробке. Углы в передней плоскости лица, такого как линия волос, линия бровей, ноздрей, губы и подбородок, будут одинаковыми, как и угол на линии бровей. Эти углы действительно важны, потому что они устанавливают голову как трехмерную форму в пространстве. Давайте рассмотрим это еще раз. Начните с круга для черепа, овал для боковой плоскости. Угол, чтобы показать, как человек смотрит вверх или вниз, нарисуйте идентичную кривую, чтобы найти нос. И удвойте это расстояние, чтобы найти подбородок. Прикрепите челюсть, и у вас есть трехмерное представление головы, готовое к функциям. Во-первых, этот подход может показаться немного техническим, с большим количеством важных деталей для запоминания. Но как только вы получите его, на самом деле становится очень легким. Возьмите альбом и попрактикуйте это 100 раз с различными углами. Вам понравилось это видео? Вашим друзьям может тоже. Пожалуйста, помогите мне и поделитесь этим видео в любимую социальную сеть. И не забывайте подписаться на мой информационный блог в профиль.